Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами украсим вот такую сосульку. Вот как выглядит сама заготовка, и вот что из нее получается. И еще одна. Вот, еще одна заготовка. Вот она как выглядит, не украшенная, и это украшенный вариант. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня продолжение урока по лепнине, и буду я декорировать вот эти две заготовки. Мне понадобятся, конечно, молды, глина, и буду использовать грунт, и чуть позже краски. И начнем с того, что закрепим вешалку. У меня это 3 миллиметра лента, и я беру 20 сантиметров. Складываю красивой петелькой, одеваю через колпачок и завязываю узелок. Я уже не раз показывала, как это делать, но новым подписчикам, наверное, это будет интересно. Завязала узелок, заправляю все вот сюда, накрываю колпачком. Теперь беру вешалку, вот складываю ее так и вовнутрь, и вытягиваю вешалку. Вот что получается. Вешалка и так хорошо держится, но когда я использую лепку, я все время ее подклеиваю грунтом. У меня белый акриловый грунт, я беру немного и вот сюда под низ наношу и затем приклеиваю. Сверху у меня еще будет лепнина, и я всегда закрепляю. Опускаю и немного прижимаю. И даю окончательно закрепиться. Беру глину, у меня это глина Креал. Заказала, будет в наличии. Так что все, кто заказывал, обязательно вам пришлю. И два моих любимых молда. Вот, заполняю. Это у меня будут именно детали, которые мне нужны. Пальчиком надавливаю, беру немного воды, вот так размазываю и лишнее убираю. Глина заполняется очень легко, и работать с ней тоже очень легко. Вот так еще пальцем несколько раз провожу, чтобы все детали у меня отчетливо были видны. И вот получается очень ровные, отчетливые детали. Я заполнила молды, и теперь просто переворачиваю и аккуратно все вытаскиваю. Из этого молда все вытаскивается очень легко. С одной стороны. И затем то же самое проделаю с другой. Я тут еще сделала вот такие две завитушки. Возможно, они мне пригодятся. И также поступаю со второй стороной. И продолжаю работу. И вот эта лепнина мне понадобится не вся, а отдельные детали. Я уже в некоторых видео показывала, как я вырезаю отдельные детали. Вот я беру, можно это ножиком, можно чем-то острым, и лишнее отрезаю. И вот у меня получаются отдельные детали. Немного их можно вот так вот подправить. И вот что получается. Я заранее подготовила лепнину. Иногда мне пишут, что у меня все очень быстро получается. Ну, когда снимать урок, то, конечно, все подготавливается заранее. И вот моя лепнина. Сейчас буду украшать. Я, прежде чем украшать, всегда беру и примеряю. Вот вы видите, как идеально ложится мне прямо вот сюда на заготовку. И я беру грунт. Это у меня белый акриловый грунт. Наношу грунт на лепнину и подклеиваю. Делаю все то же, что мы делали в предыдущих уроках. Ничего сложного. Это лучше делать пинцетом, так как здесь все такое мелкое. И вот укладываю. Все очень хорошо приклеивается на грунт. Вот эти такие впадинки, будет красиво смотреться вся лепнина. А здесь уже можно
думать, как вам больше нравится, в какую сторону. Вот, скорее всего, наверное, вот я буду так делать в разные стороны. Это уже все зависит от вашей фантазии. Чем ближе вот сюда, тем нужно аккуратнее работать и выбирать, может быть, лепнину, которая меньше по размеру. Хотя мне подходит и та, и другая. И продолжаю работу. Я подклеила несколько деталей, и верхушку я задекорирую вот одним из этих отрезков из молда. С одной стороны подклеила один и с другой. И затем стараюсь вот так все свести вместе и подклеить, конечно, вместе. Здесь также я подклеила отдельные детали. И вот что у меня получается. Вот тут все пытаемся вместе все закрепить, чтобы у нас все держалось. Вот что получается. Одну заготовку я задекорировала лепниной и отправляю сушиться. Сейчас приступлю ко второй. Эту заготовку я решила украсить таким образом. Подклеила 3 сверху и затем в шахматном порядке подклеиваю снизу. Все очень легко. Ничего сложного. И также вы можете пофантазировать, придумать свой дизайн. Мои заготовки высохли, и теперь я просто их крашу. Уже знакомая вам краска, в предыдущих видео мы использовали ее. И закрашиваю полностью все. Перед этим у меня я тут вот размазала грунт, видно. Загрунтовала. Можно этого и не делать. И продолжаю работу. Обрабатываю, подкрашиваю обе заготовки. Мои заготовки подсохли, и теперь мы делаем то же самое, что мы делали в предыдущих уроках. Будем красить. И мне часто задают вопрос, где купить краску. Краска у меня металлизированная на водной основе. Ее можно купить в строительных магазинах, магазинах хобби и магазинах для художников. И я беру немного краски, просто ее вот так на картонку. И теперь любой спонжик, губку, все, что у вас есть. И начинаю подкрашивать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне задавайте, пишите в комментариях. И в следующих уроках по ходу работы я буду отвечать. Потому что ничего не успеваю. В телеграм-канале вообще полный завал, потому что некогда туда зайти. Я только забегу, что-то напечатаю, там что-то оставлю и снова убегаю. И вот все вот эти вот уголки, которые тоже можно подкрасить и придать им больше цвета. Вот что получается. И, конечно, не забываем верхушку. Итак, обрабатываем обе заготовки. И теперь покраска золотом. В предыдущем видео я показывала, как это делать. Так, сейчас одной рукой неудобно. Я пользуюсь спрей краской. Встряхиваю хорошо и наношу на спонжик. И затем этим спонжиком по игрушке. И если мне добавить цвета, я немного краски вот сюда напшикаю и кисточкой также наношу на заготовку. Ну и, конечно, по желанию подбираем стразы и украшаем. И сразу отвечу на вопрос. Меня спрашивают, какие самые ходовые стразы. Самые ходовые стразы — это 20 номер, 16 номер, 12, 10, ну и 8.
Сейчас вам покажу, как это выглядит. Вот 20 номер. Они не слишком крупные и не слишком мелкие. 16 номер, 12 и 10. Вот эти самые ходовые. Ну, из мелких 8, 6, 5, там уже меньше. С ними очень надо кропотливо работать, поэтому вот эти самые ходовые. Мои заготовки готовы, стразы добавлены. Стиль барокко, который я стараюсь придерживаться в этом комплекте, он помпезный, но сдержанный. И здесь главное не переборщить, не слишком много блеска. И, по-моему, у меня это получилось. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Вот вы видите, что у меня получается. Комплект собирается. И сейчас я работаю над новым уроком. Вот пытаюсь вам показать. Это будет коробка. В этом же стиле. И все игрушки будут именно в этой коробке. И совсем скоро мы с вами встретимся на канале. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.